Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об игре Free Tennis. Free Tennis — это свободный симулятор тенниса для Linux. И давайте сразу начнем игру. Загружаемся. И, как видите, игра не встречает нас в стартовом меню. Мы, конечно, не можем жаловаться, потому что все-таки игру писали за бесплатно. У разработчиков было мало времени. Так что давайте я сам познакомлю вас с управлением. Итак, для того, чтобы ударить слабо, нажмите правую кнопку мыши. Примерно так. А для того, чтобы ударить посильнее, нажмите левую кнопку мыши. Как видите, левая кнопка мыши снижает траекторию удара. И, как можете заметить сейчас, правая кнопка мыши ее поднимает. Итак, не смотрите, что я проигрываю. Обратите внимание, как двигается игрок. Управление игроком осуществляется мышью. Итак, мы подаем и передвигаемся. Как видите, игрок передвигается, подпрыгивая сразу на двух ногах, что не очень удобно. Поэтому для того, чтобы бежать, нам необходимо использовать клавишу X. Как видите, игрок пробежался, но, к сожалению, у нас и потратилась энергия. Вы можете ее видеть в правом углу экрана. Еще одна фишка игры – это возможность прыгать за мячом. Давайте я вам сейчас ее продемонстрирую. Как видите, прыжки пока что выглядят не очень натурально, но это все-таки, не забывайте, бесплатная игра. Итак, Free Tennis — это симулятор игры в теннис, однако разработчики забыли об одной важной детали. Непонятно, как они могли вообще это забыть, но, как видите, игра учитывает и отдельные очки в правом верхнем углу, и геймы в левом верхнем углу. Но, однако, разработчики совершенно забыли, что нужно еще учитывать и сеты. Таким образом, сколько бы вы ни играли, вы вряд ли сможете выиграть игру. Здесь просто нет такого понятия, как сет. Нет, вы, конечно, можете выиграть отдельный сет, но счет сетов никак не ведется. То есть, выиграли вы 3 сета подряд, выиграли вы 6 сетов подряд, значения не имеет. Итак, как видите, игра Free Tennis довольно интересна сама по себе. И я хочу сказать, что фигурки игроков довольно реалистичны. Но давайте посмотрим на нее и с другой стороны. Давайте остановим игру. Это делается довольно просто, клавишей Escape. И посмотрим на исходный код игры. Что меня удивило в исходном коде игры, так это то, что вся игра состоит из одного большого исходного файла. Исходный файл, написанный на языке OCaml, состоит из множества функций. Так что, если вы большой поклонник этого языка, пожалуйста, добавьте входное меню, добавьте стартовое меню, добавьте учет сетов, чтобы люди наконец смогли начать выигрывать матчи. Еще один удивительный момент в том, что графика сделана достаточно реалистичной, и кажется, что используют фигурки, точнее фотографии реальных игроков. То есть мы можем видеть, к примеру, здесь у нас есть набор фотографий, на которых изображено какое-то движение. В другой папке мы можем видеть движение для подачи, для сильной подачи. Итак, то есть таким образом, что у нас имеется? У нас имеется игра Free Tennis, которая, я должен сказать, является неплохим симулятором тенниса, и у которого, кроме прочего, есть несколько настроек для игры. Вы их можете увидеть в команде Help.
И посмотрите, мы можем играть не только за ньюби, но и в режиме реалистик. Таким образом, игра становится вообще неподъемной для обычного человека, но я думаю, от этого она становится еще более интересной. Давайте попробуем. Реалистик. Мы загружаемся. Захватываем указатель мыши. Подача. И как вы видите, у нас пропала траектория удара. Я совершенно не знаю, куда я бью и как выиграть этот матч. Но поверьте мне, играть в это очень интересно. И я очень впечатлен, даже несмотря на отсутствие меню игры. И как видите, противник тоже не лыком шит, он может подбегать к сетке. Он может отходить, то есть искусственный интеллект здесь сделан на достаточно хорошем уровне. Я всем желаю попробовать эту игру, установить ее из вашего репозитория. Если у вас есть возможности, то не стесняйтесь, заходите на GitHub страницу этой игры, скачивайте исходный код, исправляйте его. И до новых встреч!